Всем привет! Harduse тестирование ножа Lion Steel SR1. Нож немного использовался, принимал участие в тестах по резу. Режущая кромка переточена, но он в идеальном состоянии. Кромка заточена под 20 градусов с каждой стороны. Это очень устойчивый к нагрузкам угол. Ну и в целом, если спросить меня, то SR1 это крайне мощный нож, который язык не поворачивается назвать резачком. Это реальный ломик, и мне кажется, он должен быть проверен в этих тестах. Заточка, как я уже сказал, я лично перетачивал этот нож. Очень острый. Режет пушкатом паракорд по всей длине режущей кромки. Начнем с кабеля. Никаких повреждений на режущей кромке. У этого ножа есть такая особенность, что его наиболее агрессивная часть режущей кромки в плане реза — это вот это вот закругление. Не знаю почему, но вот этим местом он режет просто мега агрессивно. Ну что ж, продолжаем. Банка. Хочу вам кое-что показать. Смотрите, какое отверстие он оставляет в банке на входе. Из-за большой ширины клинка очень трудно было маневрировать, вырезая по кругу. Это нужно отметить. Кроме этого, можно заметить, что что-то происходит с покрытием. Оно слазит. Это слазит покрытие. Это не металл от банки остался на покрытии. Это оно потихоньку так вот начинает сниматься. Далее в плане режущей кромки. Режущая кромочка немного посыпалась. Можно видеть. Такие явные сколы. Проверим паракорд. Все, никакого пушката на паракорде. То есть весь вот этот вот район он высыпался просто очень неожиданно для D2 в целом.
Как же это показать? Мне кажется, сейчас видно. Ну, ну, я подозреваю, что здесь D2 каленая, наверное, в районе 60 единиц, поэтому, видимо, осколы — это ожидаемое поведение. Переходим на строгание алюминия. Мне кажется, этого будет достаточно. Давайте посмотрим какие-то остатки от алюминия вот здесь вот на покрытии. Но в целом вот эти вот наши сколы, они ну как-то не увеличились, нету какой-то деградации, грубо говоря. В целом сколы остались на прежнем уровне. Я опасался того, что они могут увеличиться, но нет. Ну что ж, переходим к более интересной части. Проверка нашего замка. У нас здесь фрейм-лок алюминиевый с остальным сухарем на двух винтах. Это очень интересно. И, конечно же, итальянский ротоблок. Все, включаем его. Пять ударов обухом сначала. Он сложился. У меня было ощущение, что он сложился. Ну, как? О, странно. Нет. Ладно. О, теперь это точно. Теперь он точно сложился. Ну, засчитаем вроде бы, что первый раз он не сложился. Как так получилось? Ротоблок получил деформацию. Не знаю, будет ли это видно, но его вот так вот приподняло. Видите, он сейчас, вот на данный момент ротоблок в принципе не подпирает фрейм. Вон тут вот язычок, видите, вон он. Он не находится снизу фрейма, он его никак не страхует абсолютно. Поэтому сейчас нож, я думаю, будет продолжать складываться.
Да, легко складывается. Ну, не знаю. Очень странный итог поведения ротоблока. Я, конечно, абсолютно этого не ожидал. Ну, давайте попробуем удары передней частью рукояти. Да, он складывается. 3 раза он сложился. Да. Знаете, честно говоря, я ожидал большего. Единственное, что меня радует, это то, что сам фрейм никак не погнулся и не сломался. Он как бы просто соскальзывает с пяты клинка. Вот. Ну, а ротоблок вообще бесполезен. Он болтается теперь. Ну что ж. Кстати, клиночек чуть-чуть разболтался. Появился небольшой люфт. Может, будет слышно. Вот. И поэтому пята клинка заходит теперь. Можно ее дожать аж до самого противоположного края. Ну, мне кажется, это можно устранить подтяжкой осевого. Да, теперь ход стал меньше чуть-чуть. Ну ладно, в принципе, с замком все понятно. Ну, могло быть и лучше. Ну ладно. Главное, что нож в целом функционален. То есть и вот эта идея, что нож будет поджиматься рукой, она до сих пор работает. Поэтому давайте перейдем на тестирование кончика. Пробивание оцинкованного металла 0,8 мм. Ну, здесь прекрасно. Здесь D2 работает как следует. Отличное поведение. Абсолютно никаких повреждений на кончике. Хорошо. Переходим на оцинкованный металл 1 мм. Нужно отметить, что уже на 0,8 было очень тяжело пробивать металл. И на 1 миллиметре это стало явно видеть. То есть вот попадание Lion Steel это вот здесь, вот тут. Видите? Вот тут. То есть, в принципе, пробива как такового и не было. Был просто мощный мой удар. Вот. Кромка. Можно видеть на самом кончике. Режущая кромка, она скололась. Такой участочек, 2 мм, наверное, он скололся. Ну, сейчас хорошо видно. Вот. Ну, в целом, если смотреть сверху, то кончик до сих пор у нас есть. Пробивать есть чем.
Давайте попробуем нержавеющую сталь 1 миллиметр. Я немного помедлил, потому что немного жалко было молотком бить по вот этому стеклобою на навершие. Ну ладно, в принципе, что у нас с кончиком? С кончиком все отлично. Никакой деградации не случилось. Это радует. То есть он остался точно таким же, как был до пробивания 1-миллиметрового оцинкованного металла. Хорошо. Далее поковыряем древесину. О, нож складывается в руках при определенном усилии. Это плохо. Вот он закрыт. Вот он открыт. Ну что ж, отверстие есть. Это главное. Так, кончик в прекрасном состоянии. Никаких проблем. Никакого искривления клинка. Очень неплохо. Возможно, надо было... ну, это такой момент, который нужно проверять в конце тестирования, да, что же там случилось с этим ротоблоком, но меня прям съедает любопытство посмотреть, но рукоятка-то здесь, она не разборная, и не знаю,
Никак не получится туда заглянуть. Хотя вот у меня есть торкс здесь. Давайте попробуем посмотреть. Прошу прощения за то, что мы прекращаем наш тест. Так. Вот как это выглядит изнутри. На алюминии ничего не сломалось. И сама шайба ротоблока тоже выглядит достаточно целой. Но я подозреваю, что чего-то здесь все-таки не хватает. Что-то должно было заходить под пружину фрейма. Странно. Ладно. У нас есть еще дела поинтересней. Еще несколько проверок. Далее у нас идет рубка. Появился очень большой вертикальный люфт. Ох, ох, ох. Ох, посмотрите сюда. Вон там внутри, видите, пошла деформация на алюминии. Вот этот вот стоп-пин, он начал выдавливать алюминий. Там как бы такой нарост пошел. Как бы это показать, даже не знаю. Вот, вон он там. Вот, стоп-пин начал свое движение. Вау. Давайте еще посмотрим. Ну и видно, что он стоит криво сейчас по отношению к ножу. Как бы винт идет вот так, а втулка вроде бы ровно. Ой. Это, к сожалению, такая поломка, которую уже своими руками устранить не получится, потому что здесь пострадала сама вот эта основная несущая конструкция рукояти. Ого. Ну что ж, и закончим, как всегда, батонингом.
Замок перестал работать. Пружина перестала вообще заскакивать на пяту клинка. Очень тяжело работать, когда клинок постоянно соскакивает. Фух. Ну что ж, в принципе, батонинг не уничтожил этот нож полностью. Это хорошо, но начались проблемы. Начались проблемы с замком. Этот фрейм очень сильно ослаб. Ну и с предыдущего теста вот это вот замятие самой алюминиевой рукояти, оно как бы наносит очень-очень серьезные повреждения этому ножу. Интересно, что ротоблок сейчас фиксирует фрейм. Я не могу его отодвинуть. Вот. Но не пойму, что с ним происходило во время ударов. Если мы затянем фрейм отверткой в таком вот закрытом положении, все равно что-то происходит, он в итоге соскакивает. На фрейме можно увидеть повреждения там вот изнутри, вот тут вот. Вот, проверим остаточную остроту. Ну, D2 у итальянцев прекрасная. Это мы знали и раньше. Пушкатом он, конечно, не будет резать. Но
обычно, хотя может и пушка там... Нет. Пушка там не режет, только обычный вот такой рез. Но в целом режущая кромка имеет полностью рабочее состояние. Ну и что, подведем небольшой итог. Скажу пару слов. Тренога у меня что-то сломалась. Все ломается сегодня. Значит, безусловный плюс то, что нож остался, по крайней мере, одним целым, не развалился прям таки, как говорится, на куски. Ну, после теста все, конечно, становятся очень умными, и я тоже. Вот, но все-таки скажу, что несмотря на то, что у этого ножа, ну, как бы на первый взгляд были абсолютно все предпосылки пройти этот тест на отлично. То есть, ну, здесь все части конструкции очень-очень мощные. Что клинок, что рукоять выглядит крайне мощной. Замок, дополнительная фиксация в виде ротоблока, осевой, минимум какой-то фурнитуры лишней. Все это выглядело крайне внушительно. Но все-таки, знаете, у меня было какое-то сомнение, от которого вот я не мог избавиться. То есть вот я не мог, ну, что говорится, поставить свой голос на него, вот сказать, что вот я уверен, что этот нож будет вот мега крутой. Вот. Со всем тем опытом, который уже имеется, все равно вот как-то у меня не поворачивался язык. Но в душе я, конечно, надеялся, что нож покажет себя хорошо. Итог, наверное, был ниже моих ожиданий. Я ожидал лучшего. Но, тем не менее, вы все видели. Вы видели, что может выдержать этот нож. Разочаровал вот этот вот ротоблок. Он сейчас затянут, просто не крутится. Давайте отпустим его чуть-чуть. Разочаровал вот этот вот элемент. Он сломался буквально на первом же ударе. То есть перестал функционировать нормально. Ну и алюминиевая конструкция, мне кажется, себя не оправдала на таком ломике. То есть она себя оправдывает для EDC. Да, то есть чтобы втиснуть ломик в какой-то сегмент ножей, который можно относительно удобно носить на кармане, да. Но то есть вы видите, на что здесь произошел размен. Размен произошел на прочность конструкции, причем очень серьезно. То есть как от негативных, да, так и от положительных нагрузок, ну то есть в какую сторону. На клинок здесь у нас проблемы, что на фрейме, что на упорном штифте. Вон там вот этот замин. Вот так вот повело нашу втулочку. Можно видеть по отношению к болту, который ее крепит. Вот. Ну и сам фрейм какой-то очень слабый. Я не знаю, возможно, его можно как-то можно поджать. Вот эти винтики разболтались. И поэтому можно видеть, что сухарь металлический так съехал с фрейма. Но да, вот он. Его можно поджать. Если винтик закрутить, то замок можно починить. Но в целом вот такой вот результат. Нож целый. Нож очень неплох. То есть вот я должен отметить, что клинок здесь, он просто прекрасный. Что сталь, что ее вот термообработка, ее поведение, что геометрия этого клинка ничего не вызывает у меня абсолютно никаких нареканий.
все сконцентрировалось вот там вот в рукояти. Вот. Ну, вот такой результат у нас. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Во время hard-use тестов часто происходят какие-то аварии. Но вот если поломка самого ножа это что-то более-менее ожидаемое, то в этот раз случилось нечто абсолютно непредвиденное. Не знаю, обратил ли кто-то внимание или нет. Там вот как раз под конец батонинга у меня жутко свело судорогой какую-то мышцу на спине. Было просто безумно больно. И поэтому, если я там чрезмерно кряхтел под конец видео во время итогов, то вы теперь знаете почему. Ну, сейчас я уже размялся, все в порядке, меня отпустило, но это было крайне неожиданно. Нож я разобрал и хочу показать вам несколько интересных вещей. Значит, по поводу шайб. Очень часто встречается нарекание на прочность второпластовых шайб. И здесь можно видеть, что от нагрузок шайба немножко деформировалась, так вот пропечаталась. Вот сейчас хорошо видно. Но в целом она не потеряла свою форму и своих каких-то качеств. На второй шайбе тоже можно заметить небольшой отпечаток вот здесь вот. Но в целом это не что-то, что может как-то кардинально повлиять на функциональность ножа. Особенно принимая во внимание, какие это были нагрузки. И вот, ну, вот примерно вот такие повреждения можно получить на шайбах. Если это качественный фторопласт. Я допускаю, что на некоторых ножах он может быть гораздо более низкого качества, более тонким и так далее. Это тоже, наверное, влияет. Далее, на пяте клинка. На пяте клинка можно тоже наблюдать повреждения. Вот тут вот с краю. Краешек прям так вот скололся, можно сказать. И, соответственно, если мы посмотрим на сухарик, то здесь его часть тоже вот так вот слизана. Клинок оставил очень такие серьезные повреждения на этом сухарике. Вот здесь хорошо видно. Замял его прямо. Дальше, ну тут буквально о каждой детали этого ножа сейчас есть что сказать. И осевой винт деформировался. Мне кажется, это визуально, просто визуально даже будет видно. Деформация не очень сильная, то есть она не повлияла на саму резьбу внутри. Сам винт без проблем закручивается до самого конца, но общая форма этой втулки, вы видите, она изменилась. Она не такая ровненькая. Дальше упорный штифт. Упорный штифт я тоже выкрутил, он без повреждений, но внутри теперь мы очень хорошо можем наблюдать деформацию алюминия, то, что привело к перекосу этой втулки. Хорошо видно сейчас. И последнее по поводу ротоблока. Я немножко на адреналине, не совсем там разобрался, не совсем правильно выразился по поводу его работы. Естественно, все здесь было правильно, и ничего здесь не отломалось. Вот эти зубчики, один из них ходит здесь, вот в этой выемке, а второй заходит сверху над фреймом. То есть, вот, грубо говоря, вот в такой позиции. Но проблема в том,
что место, на котором крепится этот ротоблок, обратите внимание, насколько оно ослаблено. Во-первых, металл здесь гораздо более тонкий, чем вот тут. Вот этот паз очень сильно ослабляет конструкцию, то есть здесь вообще какой-то перешеечек крошечный, и вот это вот единственное, что остается. Поэтому в тот момент, когда фрейм очень сильно выскакивает назад, он без проблем деформирует это место. Видите, как его выгнуло наверх. И поэтому ротоблок, даже несмотря на то, что он заскакивал и был сверху фрейма, тем не менее он сам по себе уже стоял вот так вот. Он изначально был так, его подняло вот так. И, конечно же, он уже абсолютно ничего не фиксировал. Вот так вот это крепится. Я хочу вам показать деформацию ротоблока в собранном виде. Посмотрите, насколько его вывернуло вот так. И поэтому, конечно же, он перестал функционировать, но ну, это очевидно, что вот тот очень тонкий алюминий, он просто не в состоянии выдержать маломальски приличное усилие в свою сторону. Поэтому тут явная проблема. Надеюсь, что на титановых ротоблоках это как-то более грамотно обыграно. Ну все, на данный момент вы видели все, на что этот нож способен, на что не способен, где его слабые места. Мне кажется, это такой очень, очень показательный hard-use. Все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Пока. Бай-бай. После сборки мы имеем нож, который выглядит достаточно функционально, то есть его можно открыть, закрыть, что-нибудь отрезать, но, к сожалению, замок перестал держать, ротоблок, опять же, бесполезен, вот, и очень большой вертикальный люфт, неустранимый. Все, пока, бай-бай.